Привет всем! В прошлом видео мы с вами создавали вот такую парковую розу. Мы подкладывали под лепестки кусочки ваты для того, чтобы она высохла с раскрытыми лепестками. И вот сейчас вы можете видеть результат. Здесь 3 рубашки. Крайние лепестки получились достаточно раскрытые, объемные. И в целом вот такая получилась роза. И сейчас наша задача ее потонировать. Потому что у нее еще не законченный вид. Нам нужно будет сделать тонировку, чашелистик и стебель. Для того, чтобы потонировать такую розу, вам нужна будет зеленая травяная масляная краска, краплак красный прочный. И если вы захотите создать, к примеру, вот такие пятнышки, вот такие вот как здесь, то тогда для этого вам понадобится краска либо красная, либо вот у меня здесь малиновая перманентная и маджента. Ее нужно будет совсем небольшое количество, только для того, чтобы кое-где нанести вот такие пятнышки. Для пятнышек еще понадобится разбавитель, потому что нужно будет наносить их жидкой краской. Также вам понадобятся кисточки. Плоские кисточки для того, чтобы наносить зеленый оттенок. Тоненькая кисточка для того, чтобы наносить красный оттенок. Кисточка плоская для растушевки. И совсем тоненькая кисточка колонок для нанесения пятнышек. Я возьму небольшое количество зеленой травяной краски. На салфетку нужно выдавить совсем небольшое количество. Этого будет достаточно. Так, выбираем кисточки. Одна для нанесения краски, одна для растушевки. Разбавитель здесь мы использовать не будем. Наносим небольшое количество зеленой краски на кисточку, таким образом, чтобы она была практически сухая. То есть краски нужно небольшое количество. И начинаем не с самых центральных лепестков, а где вот ближе к краям. То есть оттенки, эффект подсыхания мы сделаем там, где вот у нас подкрученные лепесточки, чтобы сделать эффект легкого такого подсыхания. Наносим краску кое-где. Так. Такими небольшими акцентами. И теперь сухой кисточкой чистой мы просто это аккуратно растираем, растушевываем, чтобы оттенки не были слишком яркими. Как следует растушевывайте, чтобы не было никаких грубых переходов, чтобы все было плавно и аккуратно.
Если хотите тонировать немного ярче, тонируйте ярче. Здесь такой процесс художественный. Как вам видится это более гармонично, так и тонируйте. Когда краска будет подсыхать, она станет чуть-чуть побледнее еще. И также наносим акценты на следующий ряд лепестков. Особенно там, где у нас какие-то складочки, неровности. И теперь также нужно растушевать. Чтобы сгладить все переходы. И точно таким же образом тонируем последний ряд лепесточков. И потом я покажу еще, как отдельно потонировать рубашки. Их нужно сделать немного ярче. А крайние лепестки мы точно так же наносим краску в некоторые места. Здесь уже можно ее наносить чуть больше, чтобы они были более выражены. То есть мы их подчеркиваем чуть интенсивнее. Особенно вот где мы делали защипы, складочки, мы их подчеркиваем. И теперь тоже как следует просто растушевываем краску. Ну, в общем-то, в такой тонировке нет ничего сложного. Но, тем не менее, она очень эффектно получается и симпатично.
розы светлые, пастельные. Поэтому слишком сильно, конечно, тонировать здесь не надо. Так, пока что у нас получается вот так. Достаточно интересно. И теперь зеленый оттенок нужно нанести на рубашке. Для этого кисть, которой мы наносили зеленую краску, почти полностью вытираем об салфетку и распределяем зеленую краску по лепестку рубашки. Самое основание можете краской не прокрашивать, потому что туда будет приклеиваться чашелистик. Здесь чуть поярче рубашка окрашивается, чем остальные лепестки. Здесь лепестки окрашиваются только самые краешки, а рубашка практически полностью в зеленый цвет окрашивается. И смотрите, здесь вот эти рубашки тоже нужно растушевать. Если где-то краска легла неравномерно, просто растушевываем. Они получаются такие светло-зеленые. Еще вот на этом лепестке я покажу края. Чуть больше зеленой краски наносим на края. Более интенсивно. И на складочки. На складки лепестка. И тоже слегка растушуйте. Вот. И так все рубашки. И после этого я покажу, как мы будем наносить акценты красной масляной краской. Теперь нужно расставить кое-где красные акценты. Красный в сочетании с зеленым даст легкий такой коричневатый оттенок и создаст эффект подсушенных краев лепестков. Для этого очень маленькой тоненькой кисточкой, тоже такой полусухой, мы будем кое-где наносить немного совсем красноватых оттенков. Чтобы она все-таки не совсем засохшая смотрелась, но так, кое-где. Наносим и сухой кистью тоже это все просто нужно растушевать.
Так. Тоже вот в те места наносите краску, где вот в основном складочки, загибы, изгибы. Где-то чуть больше, где-то чуть меньше краски. И аккуратно растушевывайте все это. И особенно нужно будет выделить крайние лепестки, нижний ряд лепестков и рубашки. Так, еще здесь у меня 2 лепестка в предпоследнем ряду. Так, даже 3 лепестка. Я надеюсь, видно хорошо. Итак, теперь нужно выделить крайние лепестки. Здесь у нас тоже, вот где зеленые, там наносим тоже красноватые оттенки. И растушевываем. И здесь все просто. Нанесли краску, растушевали. Потом при необходимости добавили еще и снова растушевали. Главное все хорошо растушевать. Так. И теперь рубашки. Красные оттенки наносим по краю. Где лепесток разорван, туда чуть больше краски красной. Вдоль всего разрыва, чтобы его подчеркнуть.
загнутые края тоже. Туда красную краску нужно положить. И можно складку прокрасить. И теперь тоже все растушевать. И так прокрашиваем все рубашки. Теперь осталось добавить пятнышки, но это по желанию. У меня все розы, которые слеплены, они с пятнышками, вот с такими. Поэтому этой розе я добавлю тоже. Мне для букета нужны именно такие розочки, чтобы они были кое-где с пятнышками. Можно взять только малиновый оттенок, но мне нравится смешивать с маджентой, так получается более интересный оттенок. Здесь совсем незначительное количество, совсем маленькие капельки, мадженту тоже. Вот и все, хватит. Теперь кисточкой нужно немножко зачерпнуть разбавителя. И эти две краски просто вот смешать. Снова макнули в разбавитель. На самый кончик кисточки зачерпнули краску. И кое-где, где нам хочется добавить такие пятнышки, нужно, условно говоря, нарисовать такой маленький-маленький кружочек, чтобы он в центре остался светлый, то есть пустой. То есть мы наносим не просто пятно, а как бы контур. Вот такими точечными движениями. Вот таким образом. Рядышком можно просто поставить точечку вот так. Выберу еще какой-то лепесток один, ну, например, вот здесь. И сделаю еще такое же пятнышко. Так. Так достаточно. Вот и все. Сейчас я покажу вблизи, как это будет смотреться вблизи и на свет. Получается такая роза. Когда она полностью тонированная, она приобретает красивый законченный вид. Это уже готовые розы. В общем и целом, посмотрите, как это красиво. Нам осталось сделать только чашелистик и стебель для этой розы.
Для того, чтобы сделать чашелистик для такой розы, смешайте глину в тех же пропорциях, как я показывала в прошлом видео, где мы создавали розу. И окрасьте эту глину в желаемый зеленый цвет с помощью масляной краски. Это может быть травяная, зеленая. Если хотите оттенок более теплый, то смешивайте травяную зеленую с оливковой. Если хотите такой более насыщенный цвет молодой зелени, то можно смешать зеленый с желтым. А у меня здесь смешан зеленый с небольшой каплей виридоновой зеленой. То есть травяная зеленая и виридоновая зеленая, но совсем небольшое количество. Глину я раскатала в пастомашине на делении номер 6. У меня машина с 9 делениями. Я уже про это говорила в прошлом видео. И чашелистик я вырезала с помощью каттера чашелистика для розы от Flower Portrait. Это набор для чашелистиков розы. Здесь их несколько штук, 5 разных размеров. От маленького до самого крупного. Я взяла средний размер, который подходит по размеру мне для конкретной розы, для этой. Итак. Чашелистик вырезан под пленкой, он еще не обработан. Здесь нужно каждый лучик этого чашелистика обработать пальцем по краю, немножко истончая край. Здесь будет самый простой чашелистик, несложный. Розы будут у меня в букете. Чашелистиков этих видно, скорее всего, не будет. Ну, главное, чтобы мы знали, что он там есть, этот чашелистик, что у нас все-таки законченная такая будет роза со всеми деталями. Еще вам понадобятся ножницы с загнутыми концами, стек с шариком, чтобы обработать чашелистик, силиконовая кисть, плоский нож, чтобы снять чашелистик с пленки. Также понадобится латексный клей и вода. Теперь нужно чашелистик аккуратно снять с пленки. Аккуратно приподнимая каждый лучик. Так. И теперь они уже не так приклеены к пленке. Аккуратно снимаем. Тем более глина у меня сейчас не слишком мягкая, не слишком свежая. Вот таким образом. Все вот эти вот махры, если вдруг они есть по краям, аккуратно срежем ножницами. Выкладываем на салфетку, чтобы он немножко заветрился. Потому что сложно работать, когда слишком мягкая, свежая глина. Я немножко подправлю кончики и сделаю их более острыми. Теперь перевернуть и сделать то же самое с каждой стороны, с другой стороны, вернее, каждый лучик. Теперь каждый лучик обработаем шариком для того, чтобы краешки были потоньше.
Дальше можно даже вот все их сделать чуть-чуть потоньше, даже вот в серединке тоже. Я сделаю зазубринки, зубчики так называемые. Для этого ножницы с загнутыми концами я разворачиваю в сторону от чашелистика. И делаю по одной или две зазубринки на чашелистике, на всех 5 его лучах. Где-то можно сделать одну, где-то 2. И с другой стороны также. Так он будет немного реалистичнее смотреться. Теперь снова стеком нужно обработать, чтобы эти зазубринки были тоненькие. То есть каждый край стеком я вот таким образом проглаживаю как бы от себя. И эти зазубринки становятся тоненькими. И немножко даже расходятся в стороны. Теперь на чашелистике я сделаю центральные прожилки с помощью пластикового ножа, чтобы потом можно было каждый лучик сложить вдвое, ну так вот пополам. И для этого удобно нанести сначала прожилку с помощью какого-то острого предмета. Теперь мы просто складываем пополам. Чтобы вот наметилась эта центральная прожилка. Кончики у чашелистиков могут быть такие, как вот с такой как бы похожей на ложечку формой. Для этого можно взять стек, например, либо основной стек, либо совсем маленький шарик и сделать вот что-то подобное, такое вот похожее на ложечку, слегка подсохшую. И потом, когда ваш чашелистик высохнет, немножко потонируйте его зубчики и вот эти кончики красноватой краской. И у вас тоже будет такой эффект, как будто чашелистик уже подсох. И все. И теперь придадим объем небольшой. Вот эти кончики можно даже подкрутить их, чтобы они такие были слегка как вот подсушенные. Вот так. Вот эти ложечки как бы оставляя. Здесь вот у нас она смялась, и я ее подправлю. И теперь нам нужно его приклеить вот сюда. Так, просто прокалываем проволокой чашелистик в самом центре и одеваем.
на цветок. Распределяем. Подклеили. Дальше мы просто цветок переворачиваем. И теперь смотрим, где какой лучик отогнуть. Можно даже их еще вот так пальцами подщипывать, складывать вдвое. И слегка отгибать. Можно отогнуть вниз, какие-то оставить на месте. Вот что у вас в итоге получается. И теперь из этой же глины нужно сделать стебель той длины, которая у вас планируется. У меня будут не слишком длинные стебли, потому что емкость у меня будет небольшая. Мне достаточно будет сделать где-то вот такую длину. И для этого тоже мы берем глину того же цвета. Смазываем клеем проволоку и наносим немного клея на основание чашелистика. Здесь у нас будет цветоложа приклеиться. Это такое уплотнение под бутоном, уплотнение такого, более толстый стебель у розы под бутоном. Сразу всю длину клеем промазывать не обязательно. И смотрите, сейчас мы будем моделировать цветоложа. Расплющили вот так глину, наносим под бутон, обнимаем проволоку глиной. И теперь моделируем цветоложа. Уплотнение, как бы подтягивая туда глину под цветок. Здесь вот, чтобы все хорошо приклеивалось ровно. Небольшое такое уплотнение, то есть под цветком у нас будет чуть толще, а потом у нас стебель идет на утоньшение. Не забываем проволоку промазывать глиной, вернее клеем. И здесь стебель такой не очень толстый. Ну и не тонкий стебель, конечно, здесь. Смотрим, чтобы он был более-менее равномерный. У меня даже стеблей в букете, скорее всего, видно не будет. Но, тем не менее, я делаю всегда качественно, чтобы у всех цветов были и стебли, и чашелистики. То есть, чтобы они были все-таки закончены, даже если этого не видно в букете. Мне нравится работать именно так. Ну все, излишки глины просто снимаем и убираем. Так, и теперь нам нужно здесь загладить этот стык с помощью воды. Если у вас нет силиконовой кисти, то можете работать
например, основным стеком. Но им не так удобно, конечно. Лучше приобрести силиконовые кисти. Мочим силиконовую кисть в воде и вот таким образом заглаживаем все стыки и неровности и помогаем пальцем. Глина размягчается и хорошо моделируется, хорошо все заглаживается. Силиконовая кисть у меня вот такой формы, просто острая. И очень удобно работать. Иногда даже не требуется дополнительная обработка пальцами. Они продаются наборами, разные формы, по нескольку штук сразу. Это очень удобно. Ну вот это у меня такая самая ходовая. Чаще всего я использую именно эту кисточку. Можно приобрести их в магазине «Школа лепки Татьянка». По крайней мере, я покупала там. Можно на Алиэкспрессе где-то посмотреть или в других магазинах для творчества. Стоят они недорого. Доработаю все-таки пальцем. Так, и теперь сгладим все неровности на стебле. Там, где уплотнение, тоже, чтобы все было гладко и идеально. Мочим стебель водой, вот таким образом, и выглаживаем пальцами. Обратите внимание, да, что здесь у нас вот такое уплотнение на стебле. Ну вот, в общем-то и все. Роза готова. Когда чашелистик подсохнет, можете потонировать кончики чашелистика, зубчики и сам стебель красноватой краской. Так же, как вы тонировали лепестки, кое-где наносите красную краску и хорошенько растушевываете. В основном это кончики, зубчики и центральная прожилка. И немножко на стебель можно наносить красную краску с разбавителем. Но поскольку у меня стеблей в букете видно практически не будет, я даже не буду их особо там красить ничем. То есть вот то, что у вас в итоге получится. Законченный красивый цветок розы. Благодарю всех за внимание. Надеюсь, вам понравился этот мастер-класс. Надеюсь, понравился такой способ тонировки. На мой взгляд, это нежная, очень симпатичная роза. В букетах будет смотреться просто великолепно. Буду благодарна за подписку, за ваши оценки, за ваши комментарии. Всем приятного творчества и моря вдохновения. Пока-пока!